Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам и народному календарю на 6 ноября. Поговорим о том, что ни в коем случае нельзя делать в этот день, чтобы не привлечь неприятности и проблемы в свою жизнь. Друзья, все далее более подробно. Итак, сегодня 6 ноября по народному календарю отмечается Афанасьев день. А в церкви сегодня отмечается День иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. И сегодня в церквях молились перед иконой Богоматери, которая в давние времена помогла Ефимии, сестре патриарха Московского Иоакима, излечиться от страшной болезни. По народным приметам в Афанасьев день начинался ледостав. 6 ноября, перед тем, как идти работать, крестьяне обязательно шли в храмы, чтобы попросить помощи у иконы Богоматери. Считалось, что она оберегала от болезней, от скорби и всевозможных неприятностей. Мужики в этот день работали во дворе, чистили, чинили поломанный инвентарь, убирали в хлеву и в конюшнях. С Афанасьева дня обычно начинались зимние посиделки в избе пожилой женщины. Обычно это была вдова. Ей платили за гостеприимство деньгами, собранными в складчину, или же работой по дому. Женщина ставила самовар, девушки несли угощения, пироги, блины, пирожки, пряники, а также семечки. Первоначально девушки занимались работой, данной им матерями. Она указывала, что и сколько нужно выполнить за сегодня. Когда все было сделано, звали парней, чтобы повеселиться, попеть песенки, потанцевать и поиграть в разные народные игры. Женщины на Афанасия готовили узвар из сухофруктов, в который обязательно добавляли мед, оставшийся после вчерашнего Якова дня. По народным приметам, такой напиток избавлял от многих болезней, особенно если помолиться перед тем, как его пить, перед иконой Богоматери. И, друзья, сегодня православная церковь, а также все православные христиане отмечают праздник в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. По легенде, эта чудотворная и почитаемая русскими православными христианами икона была написана в 1683 году русским иконописцем Иваном Биминовым. Помимо изображения самой Богородицы на этой иконе также присутствует изображение страждущих людей и ангелов, которые совершают добрые дела во имя Богоматери. Чудотворные были и свойства этого образа. Впервые чудотворные свойства этой иконы были замечены уже через 5 лет после написания образа в 1688 году. Так, например, прикоснувшись к иконе, смогла исцелиться сестра московского патриарха Иоакима Ефимия, которая на протяжении года страдала от сильнейших болей в боку. Ощущая сильнейшие боли, она в отчаянии обратилась к Божьей Матери с просьбой избавить ее от боли, и во время молитвы она услышала женский голос, который сказал, что для исцеления Ефимии необходимо прикоснуться к чудотворной иконе всех скорбящих радость. Кроме того, женский голос максимально подробно рассказал, как выглядит эта икона, а также где она находится. Ефимия попросила отвезти ее в церковь, где находился чудотворный образ. И после прочтения молитвы и прикосновения к иконе женщина смогла полностью исцелиться и избавиться от болевых ощущений. После этого информация о чудотворной иконе быстро разошлась по стране, и в дальнейшем она смогла излечить большое количество страждущих. Так как на иконе всех скорбящих радость Богородица изображена в виде заступницы и утешительницы человека, на Руси принято было молиться об избавлении от бед и различных напастей. Кроме того, 6 ноября верующие вспоминают святителя Афанасия, патриарха Цареградского, который прославился как выдающийся проповедник, толкователь священного писания и автор духовных песнопений в честь Пресвятой Богородицы. Также в этот день, в честь него, эту дату и назвали Афанасьев день. Наши предки старались быть очень аккуратными с посудой и с зеркалами.
Народная примета говорит, что разбившаяся в этот день тарелка предвещает самую страшную кару – скорую смерть кого-то из родных. Разбитое зеркало сулит разлад в семье или болезни. Чтобы всего этого не случилось, осколки нужно было обязательно окропить святой водой и закопать на берегу реки под засохшим деревом. Очень хорошей народной приметой считается, если в Афанасьев день за человеком на улице увяжется собака, и желательно белого окраса. Это к счастливой и богатой жизни. Прогонять животное ни в коем случае было нельзя, лучше покормить его. Счастье и удача ждет того, кто в эту дату случайно наступит в небольшую яму. В этот день было принято гадать на суженого с помощью книги. Для этого открывалась случайная страница, после чего нужно было тыкнуть пальцем в центр и посмотреть на букву, в которую указал палец. Именно с этой буквы и начинается имя будущего жениха. Существует сегодня и несколько особенных примет, приуроченных именно к этому дню. Пение сверчка к смерти, разбитая тарелка к потере в семье. А если удосужилось человек упасть в яму, то считалось, что жизнь будет счастливой. И он даже проживет долгую жизнь. Также в этот день, если вы решили продать или купить дом или квартиру, то более удачной даты для заключения сделки точно не найти. Также наши предки старались в этот день сходить обязательно в церковь, помолиться иконе Божьей Матери, прося у нее избавления от скорби и болезней, облегчения переживаний и помощи в преодолении жизненных невзгод. И также в этот день девушки проводили магические ритуалы, но все они были непременно связаны с замужеством. Также в этот день, 6 ноября, были определенные запреты, которые наши предки старались выполнять и придерживаться. Считается, что 6 ноября в Афанасьев день ни в коем случае нельзя брать угощение от нелюбимого, но очень навязчивого парня или девушки. Дело в том, что сегодня очень легко приворожить человека, если дать ему съесть что-то сладкое. Поэтому 6 ноября нужно очень внимательно смотреть, кто дает конфету или шоколадку, поскольку есть вероятность, что дающий делает это с особой, известной только ему целью. Не стоит в Афанасьев день работать в тишине. Надо, чтобы работу сопровождала хотя бы тихая музыка. Делалось это для того, чтобы отвлечь нечисть. По народной примете, у того, кто ослушается данного запрета, ничего не будет получаться. Нельзя, чтобы 6 ноября билась посуда или зеркало, так как осколки сулят тяжелую болезнь как тому, кто разбил, так и его родным. Если же в Афанасьев день вдруг случилась такая неприятность, нужно срочно сбрызнуть разбитое святой водой. Затем собрать все в материю и закопать под сухим деревом, который стоит на берегу водоема. Считается, что только так можно защитить себя от страшной беды. 6 ноября не разрешается отгонять от себя белую собаку, так как она предсказывает богатую, счастливую и беззаботную жизнь на весь год. Если же прогнать пса, то вместе с ним считается, что уйдет везение, любовь и благополучие. В Афанасьев день нельзя укрывать другого человека своим платком, шарфом или покрывалом, поскольку так можно отдать свою удачу, а у него забрать неприятности и горести. Если 6 ноября приехали гости, то после них нужно обязательно перестирать все одеяла, пледы и все то, чем они укрывались. Ни в коем случае не стоит покупать в Афанасьев день и обувь, ведь никто не знает, сколько человек до этого ее примерили, оставив в ней свою энергию. Дело в том, что 6 ноября чужая энергетика настолько сильна, что может легко навредить вам, поэтому желательно отложить покупку обуви на другой день. 6 ноября проводились различные ритуалы, обряды, и один из таких обрядов связан с избавлением от тараканов. Итак, нужно было найти таракана и посадить его в коробочку, сказав при этом следующие слова: «Будешь в этом теремке, а не в моем доме».
Будешь ты жить, ко мне никогда не приходить, ключ, замок, язык. И бросить эту коробочку в печку, и скоро тараканы должны были исчезнуть. Также в этот день обязательно проводили обряд от кожных болезней. Для этого брался липовый мед, и трижды на него нужно прочитать было молитву «Отче наш». После встать у иконы Богоматери, всех скорбящих радость, и помолиться своими словами с просьбой помочь избавиться от болезни. Нанести далее мед на болезненные места и сказать: «Медок, ты не прост, помоги мне убрать с тела всякий нарост, чтобы была кожа чиста, как святая вода». После этого нужно было умыться водой, в которую добавлено немножечко святой водички. Далее перекреститься трижды, и очень скоро тело становилось чистым. По мнению наших предков, в этот день рождаются люди, которым необходим жесткий контроль. Но в то же время такие люди открыты, жизнерадостны и готовы прийти на помощь другому человеку в любой ситуации. Из недостатков людей, которые родились в этот день, то, что они любят полениться, и поэтому им требуется жесткий самоконтроль. А в качестве талисмана и оберега людям, рожденным в этот день, лучше всего подходит янтарь. Сновидения этого дня, как правило, не сбываются. Вот такой, друзья, у нас с вами день по народным приметам 6 ноября. Мы всех поздравляем, всем желаем мира, любви, гармонии. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Вам это ничего не стоит, а нам это приятно. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, эта информация будет полезна и важна. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, там много ценной, важной, нужной, интересной информации. Всех вам благ, услышимся с вами в следующем видео.